Ребят, всем привет. Сижу, отдыхаю. Готовлюсь к большой работе. Маленький сынишка любит купаться. И я затеял сделать бассейн. Теоретический размер 3×5. Но с глубиной 1,5 метра 60. Пока это выглядит большим котлованом. Давайте покажу. Кому-то большой, кому-то не очень. Куплены блоки. Вот такие вот. Это Кстовский, как его, керамзитобетонный завод. Привез, я и не знал, что у нас такой есть. Наваляли сюда малек песка, вон там еще кучка стоит. Сейчас задача какая? Разровнять песок. Пришел помощник. Лёх, что делаешь? Ну, пока он делом занят, я тоже делом займусь. Переношу, соответственно, одну планку. И делаем все то же самое. Сын решил в коем-то веке помочь. Давай, Лёх, пошли. Пойдем. Давай вдвоем. Давай. И сюда. Сюда. Стой, тут он какая-то бяка. Давай подсыплю. Вот сюда чуть-чуть. Давай, подсыпай. Оба! Оба! Так, ну-ка отходи. Сейчас я тут сам. Ты уже до конца давил. Да. Ну, давай. Твой бассейн тебе и делать чувствуется. Давай. Давай ты сам. Да? Ну что, солнце есть. Водичка тоже есть. О, даже радуга есть. Наливаем и купаемся. Почти все готово. Почти вот в таком виде. К сожалению. Ну что, мы решили выложить сейчас плиту, склеим на всякий случай, потому что когда начинаешь втыкать одну плиту, вторая разваливается. Все, звук есть, пишешь. Ну и все. Постелили подложку из пеноплекса. Скотчем проклеили. Серебристый скотч дрянь. Армированный хорошо. То есть, если будете клеить, вот, берите вот этот армированный. Приляпал, держится. Этот весь отклеивается, бесполезно. Взяли 20-ю доску, то есть решили 20-ю плиту здесь положить. Из бетона. Наверное, дофига, но пусть будет. Сшили уголками. Здесь вот. Чтобы по диагонали. Таскать, чтобы не разваливалось каждый раз. Вот уголками сшили. Временно поставили арматурки, то есть, ну, зафиксировали наши диагонали, чтобы не ромбом было.
Что, сейчас будем делать распорки от стенок. Иначе у нас просто это дело выдавит бетоном, и все. Арматуру вбивать бесполезно, потому что тут от 10 до 30 сантиметров песка, не вижу смысла. Здесь надо распорки ставить посерьезнее. Пока так, все. Что тут? Ну что, утро следующего дня. Продолжаем собирать опалубку. Закончили вчера вот на этом. Леш, что мы делаем? Бассейн купаться будешь? А помогать не будешь? Че потом? Давай сейчас. Нет? Ну что, ребята, мы наделали распорок по кругу, чтобы, не дай бог, у нас, когда заливали бетон, все эти доски не разъехались. Надеюсь, не разъедется. Хотя высота 20 задали. Я думаю, что это дофига, но пусть будет. На улице жара. С каждым днем ты понимаешь, что я бы сейчас отсюда не вылазил, если бы здесь была вода. К сожалению, здесь нету. Так что будем продолжать. Сейчас наша задача раскатать гидроизоляцию. Затем, соответственно, вяжем арматуру и заливаем бетон. Ну. Так, ну что, приступаем. Как это правильно-то, склеиванию листов гидроизоляции. На всякий случай. Огнетушитель, шланг с водой, не знаю, поможет или нет, куча с песком. Это так, чтобы перебздеть. Перчатки, пару валиков, которые не нужны. Палка, не знаю, пригодится ли. И взял вот такие вот газовые баллоны. Не стал большим баллоном, неудобно. Здесь не те площади. Мне же не целиком надо проклеивать, а чисто вот эти вот углы склеить и все. Ну, поехали. Ну что, ребят, вчера спаяли. Было ощущение, что занимаюсь какой-то полной фигней. Мало того, что это не безопасно. То есть у меня сначала лежит утеплитель, поверху гидроизоляция. Соответственно, когда варил гидроизоляцию, если касаешься утеплителя, то утеплитель, он не горит, он сразу в объеме убавляется. Ну и может и горит, не знаю. Так что рекомендовать не могу. Правильно, неправильно, не знаю. Ощущение неправильности не покидало. Дальше. Вот так вот заплавил еще швы. Прошелся. Просто шел вот сюда, направлял пламя и вот так вот тащил. Вот такие вот так вот заплавил. Дальше уже вечером не снимал, прикрутил по лазеру вот такие вот профиля, просто вот саморезом крутил и все, чтобы потом, когда бетон зальем, доской по нему тащить. Вот. Машина ездит, шум. Ну что, сейчас
Берем арматуру, нарезаем и будем вязать. Движется потихонечку. Ну что, у нас есть такая вот арматура. Честно говоря, очень боязно ее распускать. Потому что как шандарахнет, так шандарахнет. Ни разу их не раскрывал, не знаю, как это делается. Ну как потихонечку сейчас распущу. У меня аж микрофон сорвало. Довольно-таки опасное занятие. Начали вязку арматуры стеклопластика. А так как она идет в бухтах, она имеет большой изгиб. Сказать, как бы ты ее ровно не укладывал, она все равно старается изогнуться. А как говорится, хорошая мысля приходит, а после батя предложил, говорит, давай. Вот, видно, да? Она изогнута. То есть давай не так ложить будем, а сначала вот один угол поднимаем, чтобы она вот так вот, и подвязываем. Вот. Верхний слой мы сейчас так свяжем, а вот нижний у нас уже завязан, так и лежит, как будем править. Никогда поедем, не дождусь, когда транспорт закончится. Ну что, ребят, мы связали проволоку, положили вот такой вот старый машина. Вот такой вот старый жолоб на всякий случай. Связали мы вот так вот, у нас получилось в один ряд, 20-я ячейка. На всякий случай по бокам еще, ну, просто побросаем арматуру с огнем под 90 градусов. И вот такие вот штуки еще связали. Тоже положим их в бетон. Вот такие вот связали. Просто в бетон опустим. На завтра заказали в 2 местах бетономешалку. Нет одной, нет ответа. Хуже нет, вот, когда зависит что-то не от тебя, надеяться на этих людей бесполезно. Так что в 2 местах сейчас заказал. Кто приедет, того и тапки. А может, никто не приедет. Вот. Все, устал, буду отдыхать. Арматуру мы положили стеклопластиковую на вот такие вот, не знаю, как называются, табуретки, пятки, чтобы она была не на дне, а в бетоне. Ну все, до завтра.
Закончили заливать плиту. Хорошо, что привезли бетон вечером. Он хотя бы ночку постоит. Ни в жаре, ни на пекле. Вот. Давайте я покажу, что у нас получилось. Не совсем гладко, как хотелось бы. Но зато, надеюсь, ровно. Вот такая вот плита. Сантиметров 20-22 она где-то вышла глубиной. Если завтра все нормально, будем снимать опал. На этом, пожалуй, серию про плиту под бассейн стоит закончить. Всем спасибо, кто посмотрел. Извиняюсь за шум, но от него мне, к сожалению, никуда не деться. Всем добра, удачи, пока-пока.